Перед вами Лайян Грин Парк на этапе стройки. Но что же нас ждет после завершения строительства? Как превратить эти здания в успешно функционирующий отель и на что следует обратить внимание инвестору при выборе проекта, смотрите в этом выпуске. Подготовка к открытию включает в себя несколько этапов. Расскажем вам на примере Лайян Грин Парк, что обязательно необходимо сделать перед открытием отеля и какие затраты нас ждут. Сначала нужно понять, какая инфраструктура будет у отеля, то есть какие услуги мы будем оказывать, как будут выглядеть наши номера, как будет выглядеть наш штат сотрудников. Чтобы решить эту задачу, в первую очередь нанимается центральный управляющий, это директор проекта. В первую очередь с командой наших архитекторов, с командой дизайнеров и с командой консультантов, технических консультантов и консультантов по концепции мы начали планирование этой самой инфраструктуры. Под планированием инфраструктуры подразумевается, в принципе, визуализация того, как все будет работать внутри отеля. Сколько нам нужно квадратных метров под склад? Какого типа кухни мы хотим построить, где будет персонал питаться и где он будет менять униформу, как эту униформу мы будем поставлять и как мы ее будем гладить и стирать. Все эти подробности и все эти мелочи рассчитываются и вырисовываются в общую структуру отеля уже на этом этапе. Вся эта работа после отображается в виде рендеров и технических чертежей для дальнейшей работы строителей и маркетингового департамента. Начали мы этот процесс с 2020 года, с весны 2020 года, и планируем завершить к осени 2021. Дальше необходимый этап – это переход к рекламе. То есть уже на этом этапе, в конце 2021 года, нам необходимо перейти к разработке материалов для маркетинга. Сюда входит разработка сайта, разработка логотипов, разработка брендбуков для всей инфраструктуры отеля. Как будет называться наш ресторан, как будет называться наш отель, в каких цветах будет униформа в том или ином ресторане, и все это должно вписываться в общую концепцию. Начинаем мы этот процесс, как только закончим технический дизайн, то есть осенью 2021 года, и к весне 2022 года наш сайт будет готов принимать бронирование. Весной 2022 года, точнее в марте 2022 года, выходят первые два сотрудника отеля. Основной управляющий, генеральный менеджер отеля и директор продаж. Перед ними стоит серьезная задача. В первую очередь нужно начать продумывать структуру работы самого отеля. Это ложится на генерального менеджера. И нужно начинать заключать договора и общаться с основными партнерами, такими сайтами, как Booking.com, Agoda, Airbnb, и с туроператорами TUI, Thomas Cook и прочими крупными брендами на туристическом рынке. Также на этом этапе необходимо подобрать, купить и настроить программное обеспечение, которое будет использоваться для приема заявок. Бюджет на эти два этапа. Затраты на маркетинг порядка $30 тысяч, затраты на программное обеспечение около $50 тысяч и зарплаты управляющим около $100 тысяч. Следующим этапом, который начинается летом 2022 года, выходит основной штат операционных управляющих. То есть это повар, основной шеф-повар и его помощник, это директора ресторанов, шеф-бармен и прочие ключевые персонажи в работе операции отеля. На этом этапе мы разрабатываем структуру общения между сотрудниками, мы разрабатываем технические стандарты обслуживания, как гостя нужно встречать, как гостя нужно провожать, как нужно общаться в ресторане. Также на этом этапе закупается все основное оборудование, то есть, допустим, оборудование кухни, которое нужно установить, за этим проследить, и нужно его протестировать. До открытия отеля остается всего лишь полгода, поэтому необходимо протестировать все. Все роутеры должны быть на месте, Wi-Fi сигнал должен ловиться идеально, все оборудование на кухне должно работать, нужно разрабатывать меню и начинать его тестировать. И только после этого можно начинать нанимать всех остальных операционных сотрудников. Общий бюджет на этот этап. Зарплата сотрудникам около $300 тысяч, строительство кухни около $1 миллиона, IT-инфраструктура около $1 300 000, прочий инвентарь, оборудование для работы отеля $800 тысяч. К осени 2022 года мы приходим к финальному этапу. Этот этап можно разделить на два параллельных процесса. В первую очередь нанимаются все остальные сотрудники отеля, то есть это все горничные, официанты, повара и так далее. И параллельно с этим происходит приемка помещения у команды строителей. То есть на этом моменте все строители уходят,
и мы начинаем подготовку персонала. Обучение персонала, уборку помещений, уборку номеров, проработка меню и так далее. Это продолжается до церемонии торжественного открытия, которая запланирована на январь 2023 года. Бюджет на этот этап. Оборудование для работы отеля около 1 миллиона 200 тысяч долларов, зарплаты сотрудникам 300 тысяч долларов. Итого, ориентировочно за 2 года мы подготовим отель к запуску, и общий запланированный бюджет составляет 5 миллионов 200 тысяч долларов. При выборе инвестиционной недвижимости важно понимать, что успешность вложений зависит не только от самого здания и его инфраструктуры, но и от качества сервиса предлагаемых услуг и квалификации персонала. Поэтому уже на этапе строительства у компании должно быть четкое понимание, как должен работать отель, конкретный план запуска отеля и команда специалистов и консультантов с опытом работы в данной сфере. Для поддержания сервиса на высоком уровне в отеле требуется определенное количество человек. На самом деле есть совершенно разные стандарты по количеству человек, но нет каких-то определенных точных. На данный момент мы прогнозируем, что штат Лайон Грин Парка примерно будет состоять из 280 человек. В первую очередь это руководитель всего отеля, General Manager. Он отвечает за работу всего отеля, несет ответственность за все департаменты. Вторыми лицами в отеле являются финансовый директор, директор отдела продаж и маркетинга, директор департамента ресторанов и баров, и сюда же относится шеф-повар. И также отдел размещения, руководитель отдела размещения и бронирования. Финансовый отдел отвечает за учет доходов и расходов, финансовые результаты, расчет гарантированных программ и программ рентал-пула, и, конечно, оптимизация налогообложения. В общем, все то, за что отвечает любой другой финансовый отдел. Сюда относится отдел кадров, бухгалтера, финансисты, общий штат примерно 20 человек. Отдел продаж и маркетинга отвечает за работу с партнерами и турагентами, за прием бронирования, за общение с посетителями до заезда и после их выезда, и также продвижение вообще отеля в целом и сети ресторанов, которые будут на территории отеля. Сюда относится отдел бронирования, маркетологи и менеджеры по продажам. Общий штат 20 человек. Отдел общественного питания отвечает за все, что связано с ресторанами и барами. Это и разработка меню, и приготовление блюд, и обслуживание на территории ресторана, и рум-сервис. Сюда относятся бармены, официанты, повара, уборщики. Общий штат 110 человек. Отдел размещения отвечает за прием гостей, трансферы, консьерж-сервис, уборка номеров и обслуживание всей территории отеля. Общий штат 120 человек. Сюда относятся горничные, садовники, водители и, конечно, работники ресепшена. Открытие и успешная работа отеля – это сложный, долгий и дорогостоящий процесс. В Лайон Грин Парк все это мы берем на себя. Вы же можете просто приобрести недвижимость и использовать ее как место для отдыха, так и в качестве полностью готового решения для инвестиций. Оставьте свои контактные данные в форме обратной связи, и мы ответим на все интересующие вас вопросы о Лайон Грин Парк. Сегодня мы поговорим на тему законов недвижимости в Таиланде. Бытует мнение, что иностранец в Таиланде абсолютно не защищен. Что стоит учесть при судебных разборках в Таиланде? Это долго, и это долго.